Сегодня у нас камин в сногсшибательном дизайне, в офигенском сером цвете. Это что за абстракционизм? Попозже вам покажу, какие бывают еще варианты серого цвета. По поводу нашего нового камина и нашего нового цвета попрошу поставить у вас вот такую вот штучку. Лайки очень сильно мотивируют, чтобы мы снимали для вас вот эти видео. Ну и конечно же, друзья, обязательно подписывайтесь. Подписчикам делаем очень серьезные скидки. Да ладно! Отличительной особенностью данного камина являются такие вот ступеньки по бокам от очага. Благодаря вот этим ступенькам очаг как бы потихонечку заглубляется туда внутрь, придает интересную архитектуру, такую интересную динамику. Размеры, длина либо ширина, другими словами, 1,70 м, высота 65 сантиметров. Но вы можете заказать любой другой размер по вашим пожеланиям. А что, так можно было, что ли? Все вы, наверное, видели в магазинах, где краски продают, такой вот веер, каталог RAL называется. У каждой эмали есть свой четырехзначный номер. Пожалуйста, сделаем любой цвет. Он везде одинаковый, естественно, хоть во Владивостоке, хоть в Воронеже, хоть в Москве. Скажите, какой номер эмали, и у вас будет камин в таком же цвете. Несколько серых цветов, которые у нас за последнее время заказывали, очень красивые цвета. Данный камин в светло-сером цвете — это номер эмали 7000. И вот еще какие интересные цвета. Это, например, 7011. И обратите внимание, в данном случае это не просто эмаль в цвете, а это шпон, то есть дубовый шпон, покрыт серой эмалью со структурой дерева. Это гладкая поверхность, это со структурой дерева. Следующие два цвета — это одинаковый цвет, только это МДФ покрыт эмалью, а это МДФ покрыт шпоном и потом покрыт эмалью. Это у нас цвет 7016. Еще хороший цвет, такой насыщенный. Это 7024. В общем, выбирайте любой цвет, говорите нам номер эмали со структурой дерева или без структуры дерева, и мы вам делаем. Вот еще хороший серый цвет. Это двухцветный, то есть есть основной тон, и в структуру дерева затирается темная патина, которая очень красиво эту текстуру выделяет. Пожалуйста, определяйтесь, мы вам сделаем нужный вариант. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Сейчас у нас здесь установлен очаг, который называется Сапфир 50. Максимально напичканный всеми возможными функциями очаг. Как видите, даже на пульте уже почти не осталось места для кнопочек, но вот разве что посерединке еще можно какую-то функцию запихать. Вот, если вы обратили внимание, в качестве декоративного топлива здесь используются кристаллы. Там под стеклышко засыпаются кристаллики. Это не телевизор, там, как говорится, не нарисовано. Там действительно лежат кристаллы, и вот это все красиво переливается. Итак, начинаем с вами баловаться. Нажимаем кнопочку, где у нас вот этот вот огонечек нарисован. И далее. Десятки вариантов можно делать этих свечений. Так, другую кнопочку. Теперь у нас меняется вот эти вот подсветка кристалликов. То есть, пожалуйста, под любое настроение. Розовое, синее, фиолетовое, красное, желтое. В общем, чего хотите, делайте. Как вы слышите, есть хороший звук потрескивания дровишек. Не раздражает, не нервирует, такой тихий, хороший звук. Конечно же, есть регулировки яркости. Пожалуйста, отдельно регулируется яркость кристалликов. Отдельно регулируется яркость пламени. Два режима обогрева. Замечательно. Поразительно. Гениально. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.